Ощущаем себя вьетнамскими партизанами. Смотрите, какие заросли. Это конец мая. Что здесь творится вообще в конце лета? Страшно представить. Трава, наверное, выше нас. И вот тут когда-то была дорога, которая шла на 3 деревни. Как вы понимаете, все немножечко заросло. Сейчас можно только представлять, как когда-то тут беззаботно ездили люди в свои дома. Провода проходят, не очень понятно, куда они, конечно, идут, в те деревни или же нет. Но мы потихонечку продвигаемся, отступать уже поздно. Смотрите, тут какая большая территория огорожена. Но видно, что грядки не вскопаны, теплица уже развалилась, но при этом забор все еще держится. Большая территория огорода была у людей. А это значит, что есть надежда, что ушли отсюда не так уж и давно. Сейчас будем подходить к домам. Пока что ни одного дома не видно. Но где-то тут они уже должны начинаться. Как мы видим, от дороги мало что осталось. Только лишь колея, утопающая в зелени. Итак, ребята, вот такой вот дом в зарослях. Дверь открыта. Вообще непонятно, живет тут кто-то или нет. Все как-то крайне неочевидно. Зарастающий колодец. И рухнувшие дома. Не подходит за водой. Вот такая вот деревня. Давайте проверим, есть ли гудок в таксофоне. Все паутиной заросло. Очень сильно. Гудка нету. Но судя по этой трубке, я думаю, вы понимаете, что таксофоном давным-давно никто не пользуется. Раньше, всего лишь пару лет назад, тут были клумбы, колесо от трактора, уложенные камушки, какие-то горшочки для красоты. И вот так вот спустя пару лет все становится заросшим. Растет чеснок. Кстати, красиво смотрится. Вот наличники. Все разноцветные. Видно, что дом уже наклоняется вправо. Потихонечку рушится. Но все равно в достаточно неплохом он все еще состоянии. Отремонтировать можно. Но опять же проблема с дорогой. Чтобы привезти сюда какие-то стройматериалы, нужно очень-очень сильно постараться. Итак, ребят, смотрите, дверь кто-то благополучно снял с петель и оторвал. Мы думали вначале, что она открыта, но она выбита скорее. Вот висит замок. Все вроде как отломано. Петелька откусана. Смотрите. То есть дом уже кто-то вскрыл. Над дверью надпись 1913 ПМ. Не очень понятно, что это значит. Может, год постройки дома. Ну что, давайте попробуем. Посмотрим, что там внутри. Видимо, дом оставили не так уж и давно. Итак, ребят, отодвинули дверь. Она была просто приставлена. Была паутина, то есть... Вот, смотрите, паутина. То есть, возможно, в этом году тут вообще никого не было. Возможно, сами хозяева однажды увидят это видео. Знаете, у вас тут дверь отломана. Мы ничего не ломали и ничего не забирали. И никому не рассказывали, где находится это место.
холодильник, газовая плита. То есть мародеры, которые собирают металлолом, по крайней мере, тут еще не были, которые громят печи. Возможно, приходили люди, которые ищут иконы. Вот смотри, в том году календарь. Значит, все-таки в том году. Тем более от руки написано. Здесь какая-то женщина жила. 2020. Потому что у нее икона. Февраль-март. Она здесь жила, может. Апрель-июнь. У нее клумбы сделаны. Видимо, в этом году уже. Ну, может, она еще вернется. Может, она в том году тоже огород уже не содержала. Но, по крайней мере, в дом навещали. 2020. И вот такая вот картина у дверей. Кстати говоря, нарисованная, судя по всему, самими жителями. Так, ребят, помещение у нас состоит из 2 комнат. Кровать, ковер, иконы, множество букетов. Может, уже специально дверь на место не ставят, потому что знают, что опять кто-то придет и сломает. Палас как у нас был. И 2-я комната тоже с кроватями. То есть или отсюда ушли совсем-совсем недавно, или просто люди уже не восстанавливают дверь, потому что ее каждый год выбивают. Вот такие вот иконки, просто распечатанные. Очень сильно тут женщина любит букетики, судя по всему. Все в букетах. Явно женщина пожилая тут живет. Аппарат для измерения давления. Или жила. Может, если она на постоянке жила и умерла? Была одинока. Но сейчас можно только догадываться. Электричество, по-моему, к дому подведено. Смотрите, книги. Как советские, так и достаточно современные. Шприц. Стаканчики. Множество ручек. Женщина явно любит или любила писать. Перья птиц в стаканчике. Вот это неожиданно. Я такого, если честно, никогда не видел. Чтобы кто-то сделал из перьев птиц букет. И вот еще у нас картины. Тоже самодельные. То есть цветы женщина любит нереально. Смотрите, мышка. Пи-пи-пи-пи. Нет, игрушечная. Значит, скорее всего, с кошкой приезжали сюда. Все покрылось уже очень сильным слоем пыли. Итак, ребят, входим во 2-ю комнату. Смотрите, на дверях вот такие вот украшения. Даже написано «Кострова Ника». Возможно, внучка Ника опять. Лежит мелочь, и видно, что все уже покрылось достаточно сильно пылью. Может, в том году просто приезжали навестить дом, но не жили тут, посмотрели, в каком он состоянии. Остается только догадываться. Китайский плакатик с блестящими цветами. Женщина насобирала шишки и насадила их на веточки. Я бы в жизни до такого не догадался, честно говоря. Смотрите, на окнах решетки, то есть готовились, можно так сказать, к приходу грабителей. Поставили решетки, но дверь никак не укрепили. Поэтому, по сути, решетки оказались бесполезные. Часики лежат, как будто кто-то их вытащил посмотреть специально, что за часы, стоят ли они чего-нибудь. Естественно, не ходят, немножечко расколоты. Мелодия, степь да степь кругом. Видимо, мелодия на будильнике. Вот такие вот часики времен СССР. И 2-е часы вставлены в стеклянный корпус. Это, я думаю,
что-то уже из 2000-х. Да, абсолютно обычные дешевые часы на батарейке, только в весьма необычном корпусе. Раньше держали пчел. Вот эти штуки вроде как заполнялись дымом. И вроде как с помощью дыма из улья пчеловоды выгоняют пчел. Если я, конечно, не ошибаюсь. Вот их тут целых 3 штуки. Бывшие соты. Старое зеркало, возможно, ручной работы. Смотрите, дверь во двор выбита. То есть вот лежит дверь. И просто двор прикрыт какой-то доской. Мародеры выбивали тут обе двери. Не знаю, в этом году или раньше. Какая-то часть. Возможно, от прялки. Вы посмотрите, красота какая. Как это все сделано. Да, это, скорее всего, часть от прялки. Но вы посмотрите, сколько труда. Какая работа. Это все вручную, интересно, было сделано. Смотрите, узоры. Ёлки-палки, если это сделано вручную, это что-то невероятное. Сколько отверстий проделано. Все это вырезано. Что-то невероятное. Итак, ребят, вынес ножку на улицу, чтобы показать уже при более хорошем освещении, как все это выглядит. Вот смотрите, сколько узоров, сколько всяческих вырезов. Вот эти мелкие канавки. И это всего лишь, блин, одна запчасть. Сколько ей лет. Сколько времени ушло на то, чтобы ее создать. Сейчас пойдем прогуляемся по остальной части деревни. Посмотрим, что тут осталось. Но место достаточно неплохое, очень сильно удаленное. Ощущаешь себя как в какой-то другой цивилизации. Скворечник стоит на дереве. Вот такая вот красота. К сожалению, которая скоро может окончательно исчезнуть. Итак, ребят, вот так вот опять же все это выглядит. Не знаю, что там за постройка. Может, улей, будка. Сложно сказать. И, видимо, тут раньше проходила дорога между деревьями. И дома шли дальше вдоль этой дороги. И вот такой вот соседний домик. В очень-очень печальном состоянии. Шкаф под газовые баллоны. Почему-то в некоторых видео, когда люди видят внутри газовую трубу к плите, они говорят: да в этой деревне проведен газ, зачем ты нас обманываешь? В этой деревне есть газ, это никакие не дебри. Нет, тут нет газа, люди у нас в деревнях всегда пользовались газовыми баллонами, их ставили вот в такие шкафы, и дальше уже трубы шли по дому. И пользуются до сих пор. Ведь «Газпром» достояние страны, но не всех. Такие узорчики.
Опять же, как это неудивительно, осталась часть забора. И даже остались внутри занавески. Я удивлен. Несмотря на то, что крыша как решето. Кусты растут прямо из-под окна. Смотрите. Прямо уже откуда-то из-под дома растут кусты, но при этом все стекла целые. Наличники. Дальше вижу еще один дом. И он, по-моему, в лучшем состоянии. Но опять же крыша начинает потихонечку разваливаться. Просто идем в каких-то джунглях, ни намека на дорогу. И стоят дома, которые в 5 метрах друг от друга не видно. Смотрите, какой необычный дом, сколько окон вдоль одной стены. Можно заглянуть в окно, уже посмотреть, что осталось от дома. Так, что это такое? Какой-то ретро-миксер. Да, к сожалению, внутри состояние у дома достаточно печальное. Но все еще есть счетчик. И все еще висят занавески. Сюда, конечно, надо было приезжать лет на 10 пораньше. К сожалению, внутри мы уже ничего интересного не найдем. Опять же, смотрите, дом был заперт. Его взломали. Просто однажды закрыли люди свой дом и ушли навсегда. И какой-то амулет над дверью висит. В виде камушка. Я надеюсь, что это камень. Итак, подходим, возможно, к последнему уцелевшему дому в деревне. Наличники сохранились. Видно, что, конечно, дом разваливается, держится из последних сил. Но окна целые. Хотя у предыдущего дома они тоже были абсолютно целые, но внутри ничего не осталось. Растительность уже начинает обволакивать дом. И самодельная табличка «Дом номер 1», видимо. Значит, дальше только бескрайние поля. Тут был колодец. Уже практически провалился под землю. Навесик, где хозяева проводили время. Возможно, завтракали, обедали. Спасались от жары. До сих пор внутри уцелел стол. Да, какая-то веранда там дальше еще была. Все вокруг заросшее. Дом достаточно сильно просел. Очень низкая дверь. Ворота во двор нараспашку. Явно мародеры обыскали тут каждый сантиметр. Но в любом случае войти и посмотреть, что там осталось, стоит. Очень сильно все просело. Практически ползком идем вовнутрь. Пол частично провалился. Все весьма небезопасно. Но вижу, что в комнате еще что-то досталось. Итак, смотрите, ушли отсюда, судя по всему, из этого дома в 2009 году. Напротив календарь 2006 года. Пол очень сильно проваливается. Не знаю, видно ли это на камеру. Столик для игры в покер. Я люблю круглые столы. Зеленый такой. Ну, вот прям время тут проводить, в карты играть. Его бы в белый покрасить. Но мне нравится зеленый. Ножки. Наверняка ручной работы. Я, конечно, может и ошибаюсь. Может, такие столы раньше в магазинах продавались. Кто ж его знает. Итак, печь разобрана. Разворотили абсолютно все. Множество кирпичей лежит.
Видимо, посередине между двумя комнатами была кухня. Выбитое окно. И вот такая вот вторая комнатка. Зачем-то внутри лежат камни. Надежный путь к здоровью. Из наследия Порфирия Иванова. Если честно, я не знаю, кто это. Кто тут летает? Шмель, оса. Мы пришли с миром. Внутри все разгромлено. Опять же, пол проваливается. Главное, смотри, на полу нарисованы облачка. А там были цветочки. Да, смотрите, прямо на полу нарисовано. Я такое первый раз вижу. Сейчас, к сожалению, все, конечно, завалено каким-то хламом. Но тут на полу нарисованы облачка. Остались бокалы. Когда-то в этом доме что-то праздновали. Помыли их однажды, убрали сюда. И больше никогда не доставали. Вот такой вот очередной умерший дом. Да и деревня, я думаю, тоже уже больше умершая, чем живая. И опять же, смотрите, как все разукрашено. Подсолнухи. Любили красоту в этой деревне. Но, к сожалению, красота ее не спасла. Так, ребят, смотрите, на чердаке разгреб от мусора вот такую вот установку. Не знаю, что это было, радио или как это назвать. Вроде как... нет, проигрыватель пластинок здесь есть. Достаточно в укромном местечке. Явно много-много лет это лежит на чердаке. Рекорд 314. Опять же, радиоприемник. Будапешт, Душанбе, Ташкент, Воронеж, Иваново, Москва, Рига, Брюссель. Все кнопочки на месте. Но, по-моему, они уже, к сожалению, не нажимаются. Итак, ребят, от домов я заметил что-то странное в поле. И мы пошли посмотреть, что это такое. И вы никогда не догадаетесь, что можно встретить посреди вот этих прекрасных бескрайних просторов. Какой-то чум ведьмы стоит за деревней. То есть наполовину из живых кустов, наполовину из засохших елок. Кто-то однажды за полузаброшенной деревней создал себе этот домик. Согласитесь, такое встретить в поле, я думаю, никто не ожидает. Здесь даже был своеобразный вход. Вот смотрите, на проволоку скручены ветки. Внутри уже все заросло травой. Кто-то когда-то тут ночевал. В этом домике. Не знаю, может, охотники, может, кто-то в поход ходил. Может, у кого-то были уроки по выживанию. Первый раз такое вижу, чтобы из веток за заброшенной деревней человек собрал себе такой домик. Необычно, как минимум. Вот такие вот неожиданные находки встречаются порой. И на этом все. Мы возвращаемся обратно. 4 километра по великолепной колее в сторону цивилизации. Увидимся в следующих заброшенных местах.